В этом выпуске обсуждаем главные новости недели в сфере международного образования. На этой неделе открываются визовые центры Канады в России и Казахстане. В России вы сможете сдать биометрические данные в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске. Москва пока по-прежнему закрыта. В Казахстане можно сдать биометрию в Нур-Султане. Алмата также пока закрыта. Если у вас есть вопросы касательно получения визы в Канаду или получения виз в другие страны, вы можете задать их на сайте smaps.ru через онлайн-консультанта или позвонив по телефону. Контакты будут в описании к данному ролику. В Высшей школе бизнеса EU, имеющей свои корпуса в таких городах, как Барселона, Мюнхен, Женева и Монтрео, прошла крупная конференция председателя совета директоров одного из лучших футбольных клубов мира – Манчестер Сити. На конференции Амар Беррада рассказал студентам не о том, какую тактику футбольный клуб Манчестер Сити собирается выбрать на следующую игру, а он рассказал студентам о том, как вся футбольная корпорация City Group смотрит в будущее и как Манчестер Сити использует инновационные технологии и индустрию развлечений и объединяет это все вместе. На наш взгляд, это потрясающее мероприятие, которое дает студентам и мотивацию, и возможность услышать от первых лиц крупнейших мировых корпораций, как они используют технологии, инновации и как все устроено изнутри. От локальных новостей к глобальным. Аналитики Global Innovation Index проанализировали 131 экономику мира и составили рейтинг инновационных стран, самых инновационных стран. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как наличие исследовательских учреждений, бюджеты, выделяемые на исследования, креативные подходы, атмосфера для создания бизнеса, уникальность рынка и умение сочетать знания и технологии. В первой десятке оказались такие страны, как Швейцария, Швеция и США. Далее следуют Великобритания, Дания и Нидерланды. Замыкают десятку Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея. Где же, спросите вы, находится Россия? Россия в этом рейтинге находится на 45-й строчке, что, собственно говоря, нельзя назвать слишком положительным результатом. А если же рассмотреть страны с наиболее привлекательным климатом для создания стартапов, новых бизнесов, то здесь на первом месте окажется Германия. А если в нашем мире места, где люди живут без ограничений, нормальной, свободной жизнью, ходят в учебные заведения и занимаются спортом? Да, такие места есть. Я говорю сейчас об острове Мэн, который находится между Англией, Шотландией, Ирландией и Уэльсом. Нет никаких ограничений по социальному дистанцированию, а дети ходят в школы без каких-либо ограничений. Остров поистине уникальное место, в котором вы переноситесь в прошлое и в то же время не теряете связи с настоящим. Здесь огромное количество церквей и замков и потрясающая красивая природа. Здесь говорят и учатся на английском языке. И если вы рассматривали или думали когда-то про британское образование, то советую посмотреть вам на колледж Кинг Уильям, который находится именно на острове Мэн. История колледжа начинается чуть ли не 200 лет назад. Здесь богатейшая история и традиции в образовании. Важнейшей особенностью этого места является то, что оно само по себе небольшое. И в обществе каждый знает каждого. Поэтому поддержка оказывается друг другу на очень высоком уровне. При этом выпускники школы, программа в которой является международной, могут поступить в любой вуз мира на английском языке. Будь то вузы Америки, Англии или Канады. Ну а из штата Мэн мы отправимся с вами в Канаду. Канадское правительство опубликовало список учебных заведений, которые могут принимать иностранных студентов. Это не все учебные заведения и не все провинции, но они есть. Если вам интересно, какие канадские учебные заведения могут принимать наших студентов, заходите на сайт www.smaps.ru. Линк также будет в описании к данному видео, где вы можете задать вопросы в онлайн-чате. Это пока все новости. Не забывайте подписываться
чтобы быть в курсе всех текущих событий в сфере международного образования. Ну, конечно же, ставьте лайк, потому что это помогает развитию нашего канала. И пишите в комментариях, что вас интересует больше всего. Мы обязательно на это ответим. Пока.